Вопреки названию, горностай не имеет никакого отношения ни к горам, ни к стаям. Зато к окружающему миру его отношение однозначно. Всю живность в поле зрения зверь рассматривает как потенциальный обед. Этот комочек меха настолько лютый, что его добыча порой падает в обморок не от клыков, а от шока во время нападения. Еще бы, ведь наш сегодняшний гость – родственник всемогущего медоеда. Благо, что ареалы этих безбашенных существ не пересекаются. Такого симбиоза не выдержала бы ни одна экосистема. В отличие от африканского собрата, горностай живет в Северной Америке, Гренландии и Евразии, от арктических широт до жарких пустынь. Самая южная точка проживания горностая – Новая Зеландия. Туда зверька завезли люди, чтобы он истребил кроликов. Но что-то пошло не по плану, и вместо кроликов хищник начал истреблять беззащитных новозеландских пернатых, подставив их под угрозу исчезновения. Итак, горностай – это хищное млекопитающее семейство куньих. Как мы знаем, все куньи отличаются особой маньяческой тягой к массовым убийствам. Причем ради встречи с ним не обязательно идти куда-то в глушь, ведь шерстяные сами не прочь поселиться рядом с человеком. Жители деревень не понаслышке знают об этих маленьких хищниках-воришках. То запасы мясные сопрут, то курей задушат. Однако в Сибири и на Камчатке горностаев фермеры-скотоводы прикармливают специально. Зверьки отлично справляются с вредными грызунами в амбарах и на складах. Выглядит горностай как зверек типично куньего облика, с длинным телом на коротких лапках, длинной шеей и треугольной головой с небольшими округлыми ушами. Длина тела самца до 38 см, самочки примерно вдвое меньше. Длина хвоста составляет около 35% от длины тела, масса до 260 грамм. Шубка горностая меняется по сезону. Зимой чисто белый, летом двухцветный, верх тела буровато-рыжий, низ желтовато-белый, кончик хвоста черный, перманентно. И это как раз главное отличие горностая от ласки, у которой хвостик всегда полностью белый или рыжий. Обычно большинство хищников заметно крупнее своих жертв, но наш сегодняшний гость – это как раз одно из таких исключений. Он, конечно, не упустит возможности задавить мышь, обычную полевку или мелкую птичку. Более миниатюрные самочки охотятся на грызунов, пролезая к ним в норы, а габаритные самцы рискуют и нападают на добычу больше себя. Этот псих способен убить даже зайца или глухаря, что на порядок больше его веса. Главное – сила духа и особые охотничьи приемы. Маленький охотник выходит победителем практически при каждой встрече со своей добычей. Горностаи не устраивают засад. Зверек полностью уверен в своих силах и нападает в открытую. Добычу поменьше хищник убивает укусом в шею. С крупной жертвой приходится повозиться. Перед атакой горностаи исполняют особый танец смерти. Бессмысленные по сути движения, призванные усыпить бдительность будущей еды. Часто зайцы и кролики и вовсе не ведут драки, погибая раньше, чем горностай нанесет свой смертоносный укус. У ушастых просто не выдерживает сердечко. Оно останавливается от страха при виде этих гипнотических танцев. На охоте наш хищник очень жаден. При возможности он добывает намного больше, чем способен съесть за раз. В таких случаях у жертвы сначала съедается самая питательная часть – голова, а тушка прячется на черный день. Зато когда этот черный день в самом деле наступает, горностай переходит на ловлю амфибий, ящериц, змей, а порой и насекомых. Даже землеройки, обычно защищенные от большинства хищников сильным мускусным запахом, не могут чувствовать себя в безопасности рядом с голодным горностаем. Летом он не упустит случая разорить птичье гнездо, осенью высматривает под первым тонким льдом рыбу, зимой доедает остатки добычи крупных хищников. И только если не попадается совсем уж никакой достойной еды, горностай обращает свое внимание на растительную пищу. Поскольку чаще всего такое случается зимой, это обычно бывают ягоды можжевельника. Или перебирается поближе к человеческому жилью, в расчете, что уж там точно всегда найдется чем поживиться. Самое страшное, что от этого проныры не спастись нигде. Горностай отлично бегает, замечательно
шикарно плавает, прекрасно лазает по деревьям и ползает в норах. Кроме того, зверек вынослив как конь. За сутки в поисках еды шерстяной проходит по 15 километров. Обычно высокоспециализированные хищники применяют ограниченный набор основных охотничьих тактик: подкрадывание с прыжком или коротким рывком в конце, засада, либо погоня. Охота горностая не похожа ни на одну из этих схем. Зверек прочесывает территорию характерной побежкой. Ее можно назвать галопом. Несколько прыжков и остановка. Зверек встает столбиком, внимательно осматривает окрестности, прислушивается, принюхивается, а затем снова делает серию прыжков, часто в совершенно ином направлении. Главное заметить подходящую добычу, а настигнуть ее не составит труда. Длиннотелый коротколапый горностай своим галопом догоняет любого грызуна. И если у мелкой полевки еще остается шанс добежать до входа в нору, то водяную крысу или хомяка это не спасет. Зверек последует за своей жертвой, убьет ее и съест, а потом еще, пожалуй, и уляжется спать в освободившемся помещении. Горностаи обладают очень высоким метаболизмом и вынужден часто есть, чтобы поддерживать свою энергию. Это делает его особенно активным и постоянно ищущим пищу, иногда охотясь каждые несколько часов. В сутки у горностая бывает 5-7 всплесков охотничьей активности, средней длительностью около часа. Одни зверьки чаще охотятся ночью, другие днем, но в принципе промышляющего горностая можно встретить в любое время суток. Но почему же горностай такой злой? Ответ до банальности прост и понятен каждому: потому что он голодный. Всегда. Дело в том, что его мелкая сосискообразная тушка отлично подходит для того, чтобы пролезть в узкую щель и достать добычу из самой глубокой норы. Но, как показывают вычисления, такая форма тела приводит к высоким энергетическим затратам на терморегуляцию. Для того, чтобы поддерживать тепло, ему нужно тратить больше калорий, чем остальным животным. А когда ты живешь в северных широтах, ситуация усугубляется. Получился замкнутый круг. Чем больше горностай приспособлен к тому, чтобы лазать по норам, тем менее он устойчив к холоду и более зависим от еды. Этот зверек стал живым доказательством народной мудрости. Голод не тетка, пирожка не поднесет. Чтобы выжить, горностай должен охотиться и есть почти непрерывно. После каждой охоты, неважно удачно или нет, обязательно следует отдых. Лучше всего для этого подойдет нора только что убитой жертвы. Сам горностай норы рыть не умеет и не любит, но в принципе сойдет что угодно. Дупло, куча валежника, расселена в камнях, сток сена. Горностай довольно равнодушен к уюту своих временных пристанищ и редко использует их повторно. Это тем более удивительно, что вообще-то он территориален, и все его непрерывные поиски протекают на одном и том же участке. Казалось бы, на такой ограниченной площади давно можно было выучить все укромные уголки и убежища, но горностай не дает себе труда это делать. Где настигло желание немного поспать, там сегодня и дом. Правда, к выбору убежища для будущего потомства самочки горностая относятся обычно ответственнее. Для этой цели часто используется просторная сухая норка с гнездовой камерой, которую будущая мама устилает сухой травкой и шерстью прежних хозяев. Брачные игры и драки между самцами начинаются у горностая в марте и длятся практически всю весну, а кое-где и лето. Но большинство зачатий приходится на вторую половину весны и начало лета. Однако здесь детородная система горностаев берет паузу. Едва образовав плаценту, эмбрионы перестают развиваться до будущей весны. Такая стратегия размножения позволяет самке синхронизировать рождение детенышей с лучшими условиями для их выживания, что особенно важно в холодных или суровых климатических зонах, где живут горностаи. Благодаря этой отложенной беременности самочка может спариваться в теплое время года, когда есть больше шансов встретить партнера, но потомство появится на свет только тогда, когда выжить станет легче. В марте следующего года развитие возобновляется, и в апреле-мае на свет появляются детеныши. Голые, слепые, весом 3-4 грамма. Численность горностаевых выводков колеблется в весьма широких пределах, от 3 до 18, но обычно 4
9. Вскармливанием и воспитанием потомства занимается исключительно самочка. Детеныши горностая, взятые слепыми из гнезда, вырастают совершенно ручными, но взрослея теряют интерес к контактам с человеком. Пойманный взрослый горностай практически не приручается, но при этом даже века интенсивной охоты людей на этих пушистиков так и не внушили горностаю страх перед человеком. Встретившись с ним, зверек не кидается на утек, а внимательно и с интересом рассматривает, конечно, с безопасного расстояния. Средняя продолжительность жизни горностая всего 2 года, максимальная лет 7. На самого суперохотника обычно покушаются куницы, соболи, барсуки и крупные хищные птицы. Иногда их ловят обычные домашние кошки. Но сразиться с такой зверюгой рискнет не каждая. Загнанный в угол комок шерсти отчаянно защищается, гавкает, шипит, рычит и атакует в ответ. В ход идут не только клыки, но и газовое оружие. Горностай выделяет очень вонючий секрет из специальных желез под хвостом, и аппетит отбивается на раз. В целом же популяции маленьких маньяков пока ничего и никто не угрожает. А вы бы осмелились завести дома такого маленького суперохотника? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!